Привет, друзья! Открываю сегодняшнего дня цикл роликов с рецептами к новогоднему столу. И первым в этом списке будет легкая закуска в виде яиц, фаршированных тунцом. Мне для этого блюда понадобилась одна банка консервированного тунца, 4 отваренных вкрутую яйца, зеленый лучок, масло и специи. В конце я покажу вариант украшения этого простого блюда. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики с рецептами к новогоднему столу и не только. Яйца разрезаю вдоль, стараясь ни в коем случае не повредить белок. Он будет чашечкой для моей нехитрой начинки. Желтки при помощи чайной ложки вынимаю в отдельную чашку, в которой потом буду готовить всю начинку. Их тоже надо вынимать аккуратно, сохраняя в целостности половинки белка. Продолжаю собирать начинку. Водичку из консервов нужно слить, а если тунец консервирован в масле, то напротив, масло нужно добавить вместе с тунцом. Укладываю белки в красивое блюдо, в котором буду потом подавать фаршированные яйца на стол. Если само блюдо не такое красивое, а просто белое, то к новогоднему столу на дно нужно выложить листья салата. Теперь следующий этап приготовления. Вилкой нужно размять тунца и желтки как можно мельче и тщательно перемешать их. Так как у меня тунец был не в масле, а в собственном соку, который я слил, то в процессе перемешивания этих двух ингредиентов я добавляю сливочное масло, а для разжижения начинки еще и оливковое. Я изначально неудачно выбрал тару для подготовки начинки, поэтому по ходу дела исправил эту ошибку. Вы же, посмотрев мой ролик, сразу возьмите тарелку побольше, чтобы можно было работать свободнее. Вторая порция сливочного и оливкового масла отправляется в начинку. Затем я смесь солю, перчу по вкусу. В общей сложности я вмешал 50 граммов масла сливочного и 2 столовые ложки оливкового. Если хочется получить начинку маслянистее, то количество того или иного масла можно увеличить по своему вкусу. И последний ингредиент – начинку мелко нарезанный зеленый лук. Часть лука я оставил для подачи, нарежу его в конце. Осталось начинить половинки белков яиц, получившейся ароматной смесью, и красиво уложить в блюдо для подачи. Часть начинки у меня обычно остается, я потом из нее делаю парочку вкусных бутербродов. Для украшения я мелко нарезал половинку красного свежего помидора, удалив предварительно сердцевину с семенами. Дальше, как видите, использован мужской дизайнерский подход. Последними поверх начинки укладываю нарезанные колечками маслины, и тоже, разумеется, с дизайнерским подходом. Посыпаю сверху нарезанным зеленым луком. И блюдо готово к подаче. Готовьте вместе со мной, для этого подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь ссылкой со своими друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Пока-пока!